Друзья, в мире насчитывается более 500 производителей смартфонов, но как мы знаем, около 80% мирового рынка контролируется всего 5 ведущими брендами, а именно Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei, а также BBK, которой принадлежит сразу 4 бренда смартфонов: Oppo, Vivo, Realme и OnePlus. Было непросто, скажу честно, но я прошерстил весь рынок мобильных смартфонов, которые предлагают нам сегодня известные производители, и специально для вас выделил 5 моделей, которые лично я считаю лучшими на конец 2020 года по соотношению цена-качество. Стоит сказать, что в топе отсутствуют бюджетные смартфоны, так как многие из них сложно назвать лучшими, но справедливости ради скажу, что и смартфоны дороже 65 тысяч рублей за невменяемые деньги здесь тоже фигурировать не будут. Начинаем. iPhone SE 2020 года, стоимость от 40 тысяч рублей. Сразу скажу, что это единственный iPhone в этом топе. 3 года ожидания, множество слухов и предпочтений, и вот наконец-то 15 апреля 2020 года Apple представила новую версию смартфона iPhone SE. Он имеет уже традиционную форму корпуса с закругленными углами, большие рамки дисплея сверху и снизу, на одной из которых находится уже привычная нам круглая кнопка Home. Лицевую и заднюю поверхности покрывает защитное стекло, оно глянцевое. Снизу расположились разъемы Lightning и решетки динамиков, на левой грани блок регулировки громкости, на правой кнопка питания и лоток для сим-карты, одной сим-карты. Но интегрирована eSIM, дополнительная электронная сим-карта. В наших странах уже худо-бедно появляются возможности его использования, а так как новый iPhone SE самый дешевый, якобы двухсимочный iPhone, то для многих это станет одной из причин его покупки. 3,5 мм аудиоразъема, конечно же, ждать не стоит. Выпускается в трех цветах: черном, белом и красном. 4,7 дюймовый ЖК-дисплей Retina HD, по-видимому такой же, как и в iPhone 8. Из позитивного — поддержка технологии True Tone, которая адаптирует экран к любым условиям использования. По железу все еще мощный процессор A13 Bionic, и он даже практически не урезан в сравнении с таким же чипом, используемым в прошлогодних флагманах iPhone 11 и iPhone 11 Pro. 3 ГБ оперативной памяти по накопителю 64, 128, либо же 256 ГБ, насколько захотите раскошелиться. Новый SE получил камеру с одинарным сенсором, разрешением 12 мегапикселей с диафрагмой 1.8. Поддерживает современный сенсор, интегрированный в чип A13 Bionic, благодаря чему камера владеет повышенным динамическим диапазоном, поддерживает портретный режим, а также режим Smart HDR. В смартфоне установлена такая же батарея, что и в iPhone 8, емкость 1821 мАч. Мало, ничего не могу сказать, но, как заявляет производитель, вы можете рассчитывать примерно на 10 часов активной работы. Что ж, в первый год возможно, ну а дальше вы сами знаете. Сканер отпечатков пальцев Touch ID и защита по технологии IP67. Если вам нужен самый недорогой, но при этом новый iPhone с актуальным железом, вас не привлекают лопаты и вы любите старый компактный форм-фактор, тогда iPhone SE второго поколения отлично вам подойдет. Следующий смартфон OnePlus 8T, стоимость от 49 тысяч рублей. Свежая новинка 2020 года. Вместо выпуска OnePlus 8 Pro производитель решил предложить слегка облегченную версию модели OnePlus 8T. Но несмотря на свой статус, новинка получила целый ряд улучшений. 6,55-дюймовый Full HD Plus дисплей с действительно тонкими рамками. AMOLED-дисплей, который поддерживает частоту обновления 120 Гц вместо 90 Гц ранее. А также дисплей защищен защитным стеклом Corning Gorilla Glass. Фронтальная камера размещена в отверстии в левом верхнем углу. Производитель использовал сенсор Sony IMX471 с разрешением 16 мегапикселей,
который позволяет записывать видео в Full HD при 30 кадрах в секунду. Помимо этого в дисплей встроен и сканер отпечатков пальцев, и конечно же присутствует сканер лица Face Unlock. Кнопка включения расположена на правой боковой грани корпуса, рядом с ней тумблер для переключения между обычным звонком и бесшумным режимом, а с левой стороны корпуса регулировка громкости. На нижней грани смартфона установлен один из двух динамиков стерео, порт USB Type-C и слот для двух сим-карт. Разъема для наушников в данной модели тоже нет. Что немаловажно, смартфон поставляется с новой зарядкой Warp Charge 65. Зарядка мощностью 65 Вт и двойная батарея обеспечивает полный заряд всего за 39 минут, а объем аккумуляторной батареи составляет 4000 мАч, чего должно хватить на 2 дня полноценной работы при обычном использовании. OnePlus 8T один из самых мощных чипсетов современности Snapdragon 865. Доступны две модели на 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти или 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, но там уже и ценник дороже. Камера OnePlus 8T выполнена на базе 4 модулей. Главный модуль 48 мегапикселей, сенсор Sony IMX586, как и у модели OnePlus 8, но он в отличие от нее дополнен оптической системой стабилизации изображения. Второй 16 мегапикселей сверхширокоугольный модуль с углом обзора 123 градуса, третий 5 мегапиксельный макрообъектив и четвертый 2 мегапиксельный сенсор для анализа глубины сцены. Камера OnePlus показывает достаточно неплохой результат для своей ценовой категории. Запись видео возможна при разрешении 4К при 60 кадрах в секунду. Программная начинка тоже вполне современная, Oxygen OS на основе Android 11, есть NFC, в общем полный фарш. Фанатам OnePlus новинка точно зайдет. Xiaomi Mi 10T Pro от 49 тысяч рублей. Эх, прошли те времена, когда бренд Xiaomi ассоциировался исключительно с бюджетным сегментом. Чтобы раньше было такое раздолье смартфонов, да сейчас выбирали по сути из двух, максимум 3 моделей. А сейчас бери не хочу и за 8, и за 16, и за 17, к примеру Redmi Note 8 Pro. А если еще и потратить немножко времени и поискать, то можно найти и за 16, а то и 15 тысяч рублей. Это то, про что я вам постоянно говорю и не устану повторять. Ребят, не ленитесь и подходите к своей покупке более серьезно. Смотрите на цены, на те параметры, которые важны будут именно для вас. И не переплачивайте лишние деньги за то, что вам и даром не нужно. Сейчас по сути флагманы китайских производителей по цене смело могут конкурировать с аналогичными моделями от топовых производителей. И один из них Xiaomi Mi 10T Pro. Новинка получила 144-герцовый IPS-экран с диагональю 6,67 дюймов и разрешением Full HD+. Защищено стеклом Corning Gorilla Glass 5 и фронтальная камера на 20 мегапикселей вмонтирована в дисплей в левом верхнем углу. Сканер отпечатков пальцев на торце корпуса, Face Unlock, а также поддержка 2 сим-карт. На обратной стороне смартфона нас встречает мощнейшая тройная камера. Основной сенсор 108 мегапикселей Samsung Bright HMX с диафрагмой 1,69, 13-мегапиксельный широкоугольный объектив с углом обзора 123 градуса и диафрагмой 2.4, а также 5-мегапиксельный макрообъектив с той же диафрагмой 2.4. Искусственный интеллект AI, HDR, запись видео с максимальным разрешением 8К при 30 кадрах в секунду, возможность записи Slow-Mo Full HD при 960, 240 и 120 кадрах в секунду. По железу тот же мощный 8-ядерный процессор от Snapdragon 865, 8 ГБ оперативной и две вариации на 128 и 256 ГБ флеш-памяти типа UFS 3.1. Большая аккумуляторная батарея объемом 5000 мАч, поддержка NFC, прошивка MIUI 12 под оболочкой Android 10. Модель действительно крутая, поэтому если вы смотрели в сторону смартфона от Xiaomi, то Mi 10T Pro это просто отличнейший вариант. Samsung Galaxy S20 Fan Edition от 50 тысяч рублей.
В конце этого года, 9 октября, вдруг появился новый представитель линейки Galaxy S20, а именно Fan Edition. Смартфон ориентирован на поклонников марки Samsung, которые хотят получить от него топовые характеристики и в то же время по цене ниже, чем у флагманских моделей. Galaxy S20 Fan Edition не особо отличается от других флагманских моделей Samsung, за исключением лишь более широких рамок вокруг дисплея и абсолютно плоским дисплеем без закруглений по бокам. Максимальная частота обновления экрана составляет 120 Гц, но в настройках можно также переключить на стандартную 60, что несколько увеличит автономность смартфона. В верхней части экрана расположился аккуратный вырез под фронтальную камеру на 32 мегапикселя с диафрагмой 2.2. Типы распакировок в Samsung Galaxy S20 Fan Edition представлены практически тем же набором: оптический сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран, и распознавание по лицу при помощи фронталки. Корпус покрыт матовым пластиком, а не стеклом. Рамка у смартфона металлическая и имеет со всех сторон обтекаемую форму. По компоновке все стандартно. Справа находится кнопка питания и спаренные кнопки управления громкостью, дополнительный микрофон и слот для 2 сим-карт, снизу разговорный микрофон, внешний динамик и разъем USB Type-C. 3,5 мм разъем также отсутствует. Также стоит отметить защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Samsung Galaxy S20 Fan Edition базируется на собственном процессоре Exynos 990 с графическим ядром Mali G77MP11, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. При необходимости вместо одной симки, если что, можно карточку microSD поставить. На обратной стороне смартфона находится основная камера с 3 модулями. 12-мегапиксельная основная камера с диафрагмой 1.8, доступна оптическая стабилизация и фазовый автофокус. 12-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор с диафрагмой 2.0 и 8-мегапиксельный телеобъектив с диафрагмой 2.0, также с оптической стабилизацией. Максимальное разрешение при съемке видео 4К при 60 кадрах в секунду. В смартфоне установлен аккумулятор на 4500 мАч, есть поддержка быстрой зарядки по проводу 25 Вт, но в комплекте идет блок питания лишь на 15. Смартфон работает на оболочке One UI 2.5, созданной на базе операционной системы от Android 10, и есть поддержка NFC. Так что если вы давно хотели себе Samsung, но не готовы платить за старшие модели с больными ценниками, то Samsung Galaxy S20 Fan Edition специально для вас. И последний смартфон Huawei P40 Pro от 65 тысяч рублей. Смартфон также получил весьма привлекательный внешний вид. Поверхность корпуса хоть и стеклянная, но при этом матовая, а значит следы от пальцев не останутся. Смартфон оснащен OLED-дисплеем с диагональю 6,58 дюйма и разрешением 2640 на 1200 точек. Рамки небольшие, частота обновления экрана 90 Гц, жаль, но не 120. Фронтальная камера 32 мегапикселя с диафрагмой 2.2. Рядом TOF 3D датчик для измерения глубины резкости в портретном режиме, а также для проверки биометрических данных при разблокировке по лицу. Сканер отпечатков пальцев здесь также под экраном. Как обычно, работает в целом сносно, но не так молниеносно, как традиционный. На нижнем торце смартфона установлены основной динамик, разговорный микрофон, разъемы USB Type-C и слот для 2 сим-карт. 3,5 мм аудиовыхода для наушников в смартфоне также нет. Защита от влаги и пыли корпуса соответствует стандарту IP68, возможно погружение в воду на глубину до 1,5 метра на 30 минут. На обратной стороне смартфона расположилась знаменитая основная камера от Huawei с 3 модулями. Основной модуль 50 мегапикселей с диафрагмой 1.9, сверхширокоугольный 40-мегапиксельный сенсор с диафрагмой 1.8 и телефотообъектив 12 мегапикселей с диафрагмой 3.4, а также датчик глубины резкости TOF 3D. Камера может снимать видео при максимальном разрешении 3840 на 2160 точек 4К при 60 кадрах в секунду. По железу флагманский 8-ядерный процессор HiSilicon Kirin 990. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ, объем хранилища 256. Смартфон Huawei P40 Pro имеет встроенную батарею с аккумуляторным объемом 4200
мАч. Поддерживается быстрая зарядка, в комплекте идет зарядное устройство на 40 Вт, и от него смартфон полностью заряжается в течение 1 часа. Помимо этого поддерживается быстрая беспроводная зарядка, а сам смартфон может играть роль пауэрбэнка. В аппарате есть NFC, оболочка EMUI 10 на Android 10. Аппарат более чем симпатичный, экран хороший, железо отличное, камера как обычно на уровне, все остальное это уже, как говорится, вкусовщина. Друзья, надеюсь, мой завершающий топ лучших смартфонов 2020 года вам понравился и вы смогли для себя выделить несколько подходящих вариантов. Если это так, тогда обязательно оцените это видео лайком. Пишите в комментариях, какой смартфон вам понравился больше всего, или возможно, если я какой-то крутой пропустил, то какой. Не забывайте подписываться на канал, если вдруг еще не подписаны, обязательно жмякайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные и познавательные видео. А меня зовут Влад, вы смотрели канал DeWhiteU. До скорого!